Самый вкусный пятиминутный торт 3 стакана, который точно станет любимым. Нежный, воздушный, тающий во рту. Скорее сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. И, конечно, делитесь с друзьями. Все продукты должны быть комнатной температуры. Разбиваю одно яйцо, добавляю щепотку соли и всыпаю стакан сахара. 3 столовых ложки растительного масла. Перемешаем. Вливаю стакан кефира комнатной температуры. Вы можете чуть-чуть подогреть кефир, чтобы пальчику было тепло. Добавляю чайную ложку соды без горки. Соду вы можете заменить разрыхлителем. Все хорошо перемешиваю, тесто немного вспенится за счет реакции соды с кефиром. И просеиваю 1 стакан муки и столовую ложку какао. Друзья, этот торт невероятно вкусный, нежный и ароматный. А еще он очень простой в приготовлении. Вам не нужно часами стоять у плиты, чтобы его сделать. Готовится он всего за 15 минут. Просеяли муку с какао в тесто и все хорошо перемешиваем до однородности, чтобы в тесте не было комочков. Посмотрите, вот такая консистенция у теста должна получиться. Я беру форма диаметром 20 см, выливаю тесто, духовку я уже разогрела до температуры 180 градусов. Чтобы тесто более равномерно распределилось по форме, я беру палочку для суши и делаю вот так. Готово. Отправляю торт в духовку, температура 180 градусов, корж будет выпекаться 35-40 минут. Готовность коржа проверяем деревянной палочкой. Тем временем мы с вами приготовим очень быстрый крем буквально за 1 минуту. Здесь у меня вареная сгущенка 250 грамм. Добавляю к сгущенке 3 столовых ложки сметаны. Все перемешиваю до однородности и все, друзья, крем готов. Наверное, это самый быстрый крем из всех возможных. И он получается очень вкусный, прекрасно пропитывает любые домашние тортики. Посмотрите, вот такая чудесная гладкая консистенция, текстура у крема. И наш корж уже полностью готов. Аккуратненько проходимся ножом по краю формы и отделяем торт от стеночек формы. Достаем бисквит. Посмотрите, какой пышный, интересной формы он получился, как вулканчик, очень напоминает вулкан, но в нашем случае это то, что нам нужно. Аккуратненько срезаем верхушку, она послужит у нас крошкой для украшения нашего тортика. Посмотрите, вот такая чудесная текстура. Также вы можете добавить в торт орешки, если хотите, это по вашему желанию. Я беру немного фундука, лесного ореха и измельчаю при помощи ножа. Не слишком мелко, вот до такой консистенции. Посмотрите, какой мягкий, нежный бисквит получается, он очень вкусный. Я разрезаю этот бисквит на 2 части. Вы можете разрезать на 3 коржа, это уже по вашему желанию, смотря сколько слоев вы хотите получить в готовом тортике. Чудесная текстура, я просто в восторге. Торт очень нежный, влажный получается, и никакая пропитка ему не нужна. Осталось, друзья, только смазать коржи кремом и буквально оставить на 5 минут, 5-10 минут, чтобы он пропитался. Можно даже не охлаждать в холодильнике, потому что это домашний торт, который готовится, собирается очень быстро, поэтому все просто, ничего не надо усложнять. А вкус получится великолепный. Посыпаю орешками, можно, кстати, посыпать рубленым шоколадом, получится еще вкуснее. Сверху накрываю 2-м коржом. И осталось только хорошенько со всех сторон обмазать торт оставшимся кремом. Это идеальный вариант торта для тех, кто хочет порадовать своих близких, свою семью вкусным, нежным тортиком без особых усилий. Друзья, на любой праздник приготовьте этот торт, он невероятно нежный, ваши гости будут в полном восторге. А тем временем я измельчаю нашу верхушечку вулканчика, которую мы срезали, измельчаю корж вот в такую крошку. Очень сочная и нежная крошка, посмотрите, видно, насколько она влажная. Коржи действительно шикарные получились, потому что коржи с добавлением растительного масла всегда получаются очень мягкие, нежные и не нуждаются в пропитке. А я уже обсыпала торт крошкой, только полюбуйтесь, какая красота! Он невероятно нежный,
Нож входит как в мягкое масло, тортик режется просто изумительно. Отрежем кусочек и посмотрим, какой он получился внутри. Вот такая вкуснятина. Очень-очень вкусно, друзья. Жаль, что видео не передает аромат и вкус этого шедевра. Домашний шедевр за 5 минут на вашем столе. Все гости будут в восторге. Делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал и с удовольствием готовьте торт 3 стакана. А я желаю вам приятного аппетита, вкусного тортика. Пока-пока и скоро увидимся!